Руководитель отдела постоянно опаздывает. Разговоры, в том числе жесткие, не дают результат. На какое-то время опоздание прекращается, потом возобновляется. Договорились, что 3 опоздания на 10% снижают зарплату. 2 раза уже опоздал, сказал, что на 3-й штраф, в ответ тогда уволюсь. Как повлиять? Это забавнейший философский феномен. Это феномен на самом деле. Он связан с работой разума человека. Человек знает, что опаздывать хреново. Он догадался, ему уже сказали. Он до этого знал на самом деле. Но он продолжает опаздывать. Почему так происходит? Он же нормальный, он же вменяемый. Он шнурует шнурки, когда идет на работу. Он садится в троллейбус, а не выходит в окно. То есть у него все в голове в порядке. В принципе, он может 2 сложить с 2. И раз он руководитель отдела, то он, скорее всего, прям выше среднего человека. То есть он на самом деле шарит. Что с ним не так? Почему он не может справиться с опозданиями? Смотрите. Этот человек попал в такую ментальную ловушку. То есть он знает, что это неправильно. Но так как он это делает долгое время, у него сложился уже целый набор оправданий. Что такое оправдание? Оправдание — это идея, которая делает неправильное правильным. То есть он знает, что опаздывать плохо, потому что ему говорили. Но у него уже есть контр-идея, что это не так уж и плохо, потому что я еще по вечерам задерживаюсь. Опаздывать как бы плохо, но есть другая контр-идея. Я видел, как Вася опаздывает, и ничего. То есть другим, что ли, можно? Понятно, да? То есть оправдание — это такая идея, которая делает неправильное правильным. То есть она как бы поддерживает баланс. Хороший становится плохим, а плохой еще хуже. Человеку важно поддерживать этот баланс, потому что он же не может сказать: я не жалкое ничтожество, кусок какашки, я опаздываю, и нет этому прощения. Человек не может так мыслить, потому что он таким образом просто уничтожит себя, уничтожит свою самооценку и так далее. И он защищает. Он защищает на самом деле себя. Как эту историю можно разбалансировать? Смотрите, если просто стучать кулаком по столу или штрафовать, что вы делаете, когда вы штрафуете? Человек опаздывает, его оштрафовали. У него появляется еще одно оправдание. Я же уже за это заплатил, меня оштрафовали. Мы квиты. То есть я могу продолжать это делать. У нас баланс. Смотрите, хитрость заключается в следующей истории. Чтобы это разбалансировать, вам нужно дать ему аргументы, почему нельзя опаздывать. Я знаю, что то, что я говорю, это звучит очень тупо. Но я много раз это видел в жизни, что этот человек опаздывает, и все, что ему говорят, ты не опаздывай. У нас дисциплина, у нас правила, ты не опаздывай. Но ему никогда не говорят: а почему нельзя опаздывать-то на самом деле? Нахрена нам эти правила? Отмените эти правила, да и все. То есть в чем причина, почему опаздывать плохо? И вы знаете, я это делал. То, что я сейчас рассказываю, это непростая теория. Я сам долго ломал голову над этой загадкой. Почему люди делают какие-то мелкие глупости и продолжают их делать? Хотя им больно, неприятно, на них косо смотрят, у них самооценка падает и так далее. Но это можно разрешить так, что вы просто объясните человеку, что происходит, когда он опаздывает. Например, он опоздал, он вовремя не провел координацию с подчиненными. А это значит, что они не могли начать работу, а их там 5. Опоздание на 10 минут, 5 на 10, 50 минут потерянного рабочего времени – это деньги. Это одна вещь. Вторая – это меньше выполненных задач. А от этого подразделения зависят другие подразделения. Третья причина – это то, что, например, если он опаздывает, а кому-то другому от него срочная информация нужна для решения вопроса, кто-то другой не может делать работу. Приведите примеры. То есть ответьте сначала аналитически на вопрос: а почему на самом деле нельзя опаздывать? Каким реальным последствиям негативным это опоздание приводит? Во что это выражается с точки зрения денег, с точки зрения усилий, с точки зрения беспокойства и дискомфорта других членов команды? Когда вы аналитически сможете ему это показать, что произойдет? У него эти выработанные уже на протяжении многих лет оправдания, почему неправильно является правильным, они у него перестанут срабатывать. У него появится больше необходимости не опаздывать. А в штрафы я вообще не верю. Вам нужно будет подумать, вам нужно будет к этому подготовиться прямо и потом правильно провести эту беседу. Совет в отношении этой беседы: если вы хотите, чтобы
то, что вы будете рассказывать, не воспринималось как нападение и не воспринималось как угроза, потому что как только вы даете угрозу, ему надо что? Оправдание. О, теперь они еще мне угрожают. Мы теперь вообще квиты. Вы угрожаете мне, Брандон? Не знаю, принцесса Жасмин, разве? То есть вы это должны делать в дружелюбной манере, как образовательный процесс. Вы должны прямо объяснить, рассказать, показать с чувством, с сопереживанием и доброжелательным отношением. И только тогда эта штука разрешится. У вас может возникнуть вопрос, может быть, это для вас слишком сложно, то, что я рассказываю, может быть, вот это вот возиться с людьми, менять их точку зрения, объяснять им, причем еще в дружеской манере и так далее. Если у вас возникают такие идеи, какие-то сомнения, то это говорит о том, что вы не очень хорошо понимаете, в чем заключается ваша работа как руководителя. Потому что ваша работа как руководителя как раз заключается в том, чтобы менять точку зрения людей. Вы управляете точкой зрения. Вы больше на самом деле управлять ничем не можете. У нас не рабовладельческий строй. Вы не можете его купить, вы не можете его продать. Вы не можете применять физические наказания. Вы даже не можете на самом деле заставить человека что-то сделать. Он это сделает только если он с этим согласен. Поэтому ваша задача руководителя главная — это менять точку зрения других людей. А точку зрения как мы можем изменить? Не через запугивание однозначно, иначе вы получите просто горстку запуганных, несчастных людей. Вы можете изменить точку зрения только через знание, показать что-то, на что человек раньше не смотрел, показать какое-то данное, на которое он не обращал внимания. Мы так меняем точку зрения. Понимаете? Это такая работа руководителя, она сложная. Поэтому за нее обычно очень хорошо платят. А если не хорошо за нее платят, лучше найдите работу, где за нее платят хорошо. Потому что от этого надо получать удовольствие. Она вообще приносит много удовольствия, но еще она должна вознаграждаться.